Не снимай, не выкладывай. 23 января, девчонки, мальчишки, заводимся. Сначала думал дать ему немножко отдохнуть, потом решил крутить до последнего, короче. Ну, тяжело, тяжело. В прошлый раз было 23, он не завелся сразу. Я не знаю, езжу я эту зиму на этом аккумуляторе или нет. В принципе, один раз не заведется, и я поеду в магазин за аккумулятором. А аккумуляторы, блин, дорожают каждый год, блин. Это вообще... Они, наверное, только поняли, что это золотая жила, блин, в морозы. И только-только успевают накручивать цены, блин. Я свои барабаны вчера увез к Витальку на студию. Мы все подготовили. Сегодня пишем. Попробую сегодня что-нибудь тебе подснять. Как я пишу барабаны. Честно тебе скажу, что я в себе не уверен вообще. Одна песня в темпе 143, как я тебе говорил. То есть, когда у нас постоянно репетиции, когда я постоянно ее играю, я еще чуть-чуть уверен как бы. Но мы уже, наверное, неделю-две не репетируем. И я вообще уже из мышечной памяти она у меня вылетела. Я вчера попробовала ее писануть, я ее не вывез, короче, вот. Первой песней ее точно писать не стоит. На морозе происходит какая-то дичь всегда. Видишь, вот это. Просто такая кувырк и отвалилась. Так. Вот еще бардак надо разобрать. Видишь, какой сырбор. Жесть. Вот что было, то и прилепил. Так. Можно просто тряпкой, допустим, вот такой черный оббить. Ну, чтобы не выбивалось как бы из ансамбля. Да, я знаю, что я отопление как бы перекрываю. Вот. Но эти дырки, через них почти ничего не идет. Все идет вон там, сверху, и вот таким потоком в потолок бьет, короче, прикинь. Так, в субботу у нас занятие. И я, наверное, сейчас придумаю какие-нибудь прикольные штучки для ученицы. Первым делом надо микрофоны достать. И хочу вот тут разобрать бардак немножко, чтобы как бы было что-то на полках, но не свалкой как бы. Прошло где-то 1,5 часа. Что я сделала, значит? Приклеила покрывало к дивану. Разобрал бардак. Осталось все так немножко поставить. Придумала упражнение. Ну, у меня там присутствуют тома. Могу без томов тебе что-нибудь сыграть. Хотя у меня нет подставки. Она у Виталия. Так что, получается, в субботу я приеду сюда заниматься с ученицей. И заранее приеду и тебе сыграю все, что нарисовал. Тебя как устраивает вообще, что я, ну, как бы не объясняю, просто беру, играю и все. Тебя устраивает такое? Если ты шаришь как бы в нотах, ты можешь просто взять вот так себе, заскринить и попробовать поиграть. Да, здесь нет линеек, но тут только бочка и малый, все. Вот здесь вот, где есть тома, я подписал. Так что можешь сам попробовать. Приколы всякие с паузами. Особенно мне нравится вот этот брейк. Куда бы тебя притулить? Так, надо оставить энергии на вечер. Так, ну ладно, собираю эту барахло дальше. Не успел снять, короче, пока ехал с базы. Сначала догнал одного мустанга. И сейчас под конец вот к дому подъезжаю, меня второй мустанг обогнал. Тут был красный, это черный. Это что такое творится-то, а? Это что такое делается-то?
Все говорят, плохо живем. Помнишь, летом здесь деревья сросшиеся такие были. Прикинь, все постригли. А он, кстати, впереди. Все еще так же. Вот про что я говорил. Че, еду на запись, собственно. Что-то я кое-как проснулся прям. Не знаю, что я сегодня напишу. Ну, что-нибудь напишу, посмотрим. Крутила я, короче, этот винт. Вот здесь вот находится. Ну, машина еще сдубевшая. Здесь вот можно оторвать. Хочу оторвать. Оторвалось, потому что крепление оторвано. Видишь? Хочу оторвать. На днях потеплеет, просто новую так чпок туда и все. Не получается. Просто взять и оторвать. Ухнет. Виталий занят немножко, а у меня руки чешутся. В принципе-то уже спать. Как бы. О, самое главное, который болтик батя потерял. Пока по полке что-то там лазил по моей, пока я барабаны собирал. Так, это самое главное. Сейчас я его положу куда-нибудь. Надо снять с них эти как заклепочки вот эти. И в ту, в которой, где не хватает, вставить. Сейчас надо взять у Виталия плоскогубцы. Одну оторвать, вторую. Прикинь, я ее тянула, это болт. Сейчас откручу. Ку-ку. Блин, а я думал, она на одном болте держится. А с другой стороны, типа, это закладка такая. Готовченко. Останется только просто чпок ее туда и все. А это летом подогреть, поджать, чтобы она форму свою приняла обратно. Ну ты понял, короче. Правда, света тут маловато, поэтому я буду светить телефоном, чтобы не перегреть. Снимать не смогу. Ну ты понял, да, что это за фен? То есть он сейчас на полной скорости. Fight. Оказывается, не фен плохой, а я тупой. Вот тут надо было покрутить. Ну все, грею. Она, короче, на глазах, видишь, расправилась. Я ее просто прогрел, и она выпрямилась. Теперь надо вот эту хрень погреть. Просто погреть ее, и она должна выпрямиться. Ну, как тебе такое, Илон Маск? А? Вот оно, видишь? Все. Вот и все, что было. Все. Так. Теперь можно и барабаны записать. Опа. Сейчас потеплеет, короче, эту хрень. Прифигачу. Тут если что, прям салон дырка. Смотри, как что, а? Просто встала, и все. Я чуть-чуть вот так вот поднажал. Ну, это ототрется. Это вот надо просто подтереть, и все. Ну, бампер, если что, у кубов он очень гнущийся, очень гибкий. И вот этот край никогда у них ровный не был. Всегда он был вот такой, короче, как ромашка, блин. Фу, а мы все никак не соберемся начать писать. То покушать, то пописать, то покакать. Так, что я хотел-то? Не снимай, не выкладывай. А вот эти колонки, вот это и там за ней. И вот такой САП. Виталий хочет мне продать на базу. Мы их включали, бахают, вообще прилично. Качают. Мелкая, так орёт. О, собаки сошли с ума. Эй, хватит орать.
Кать, потом добавишь просто. И всё. Ладно? Добавлю. А нормально, что вот это было А я его слышно? уберу. Да, это убрать можно? Что было слышно? Ну, качание. педальку твою. Нет, когда? Твою Просто печальку. сам звук, ну как это сказать? Да, вот так, когда Да, это ерунда. Покачивания твои. Да, покачивай. Ах ты, сука. А почему? Почему ж? Я говорю тебе, что не надо эффекты там накладывать. Ты сейчас... Мою душу и согни в сердце, там ударит миллионы лошадиных сил. Ты просто послушай, что задает сердце. Я как в тумане не врубаю, что ты там спросил. Помни, знаешь, видишь меня. Меня. Тише, меня? Меня. дальше, Веди Вы не меня. оглохли? ближе, стоп, Не оглохли? не прикасайся. Добавьте добавь гитарки. Там Гитарки добавь. таю, как тает мороженое. И эти взгляды тревожные сводят меня с ума. Открой мою душу и загляни в сердце. Там ударит миллионы лошадиных сил. Ты просто послушай, что задает сердце. Я как в тумане не врубаю, что ты там спросил. Открой мою душу и загляни в сердце. Там ударит миллионы лошадиных сил. Это же тот еще такой. Слушай, что задает сердце. Я как в тумане не врубаю, что ты там спросил. Прикольно. Вы вокалировать не будете вначале, как вы сейчас вокалировали? А надо? Не. Там же один. Ты начинаешь. Я хочу далеко-далеко
Открой душу и забери в сердце. Там удары миллион лошадиных сил. Ты просто послушай, что за дай перцей. Я как в тумане не врубаю, что ты там спросил. Открой душу и забери Давай в послушаем. сердце. Послушаем до конца. Может, косяк какой-нибудь? Вдруг что? Ты просто послушай, что за этой дверцей. Громкий проигрыш. Что там? Через дверь заходи, там сейчас Саша стоит. Но лучше отъехать должен, а то все равно потом. Думаю, что не так, блядь? А это Санек паузу Да. проспал, короче. Да. Открой мою душу и Здесь тоже паузу не там сделал, Ну Сань. да, здесь... Ну ладно, хрен с ним. Так, ну все. Виталий что-то ворот не закрывает. Записали 2 песни. Еще 3 осталось записать, и все. Это уже я не знаю, когда будет. Во вторник, может быть. 20 на улице. У меня с крыши вода течет. Смотри, сейчас тормозну. Потечет. И тут же в лед, прикинь. Жесть. Там снег на крыше, короче. Фу, я устал, честно говоря. В общем, многие, даже Колек меня спрашивал, зачем вам нужна рыба? Да хрен его знает. В принципе, мог бы и без рыбы, наверное, записать. Если где-то ошибся, может быть, прям переписал бы кусочками. Просто, понимаешь, когда ты играешь один, это одна как бы атмосфера. То есть ты должен держать в голове атмосферу. Это, наверное, высшая точка профессионализма, держать эмоции какие-то вот в голове. То есть, когда играет песня, и ты играешь под нее, это совсем другое. То есть, у тебя ощущения другие, понимаешь? Может быть, я же не спорю, я же не профессионал. Я за свою жизнь писал 3 раза. Вот это 3-й раз, когда я писал, понимаешь? У меня даже опыта, наверное, столько нету, сколько у профессионалов, например. У таких, как у Колька, например. Вот он меня спрашивает, типа, зачем вам рыба? А я не знаю, что сказать. И вот только сейчас я придумал себе, зачем мне нужна рыба. Во-первых, это охрененный ориентир, это раз. А во-вторых, это атмосфера, вот, то есть настроение песни. Когда ты слушаешь, ты уже как бы 100% представляешь себе, как оно должно быть. Где открыть хэтик, где нажать, где отпустить. 24 января, девчонки и мальчишки. Вот на таком комплекте сегодня мы будем учиться. Иришка сегодня офигеет, скажет, это что такое? Потому что я свое все оставил вчера у Витальки, потому что мы не дописали, мы еще будем писать. А это, знаешь, вот это вот туда-сюда вот этот комплект истягать, что-то у меня энтузиазма нету. Мне, короче, подписчик мой кореш из Москвы. У меня теперь 2 кореша в Москве, прикинь. Поэтому, когда я поеду в Москву, мне будет кого навестить вообще. В любом случае, будет куда приткнуться. Хотя я и так уже знаю, что я еду к Кольку. Но вот Димас тоже приглашает в гости. Прислал мне вот такую штуку. Я даже понятия не имею, что это такое. С замерзшими пальцами, короче. Пытаюсь расковырять. Димас, он фанатеет от всякой электроники, от всяких механизмов и все такое. Вот прислал мне, говорит, нужная в хозяйстве вещь. Дима, спроси, что я так варварски вскрываю, потому что пальцы абсолютно не подчиняются мне в данный момент. Ну, я думаю, это всего лишь упаковка. Опа. Тут больше ничего нету.
Зато есть батарейка в комплекте. Прикинь. Чик-чик. Есть инструкция на китайском. Понимаешь ты. В этом я вообще не силен, поэтому откладываем. И самое главное теперь. Ну доставай быстрее, да? Вуаля. Вау. Нифига себе техника. Видишь, на гвоздок можно вешать. Так, плюс слева, минус справа. Плюс слева, минус справа. Интересненько. Вот такая вот ручка имеется. Не ручка, а подставочка. Чтобы ставить. Давай закроем сперва. Вот так вот. Чик. Есть. Ой. Ой. Шо это? Это, я насколько понимаю, градусник, правильно? Тут на коробке было интересно написано. Так, вот так вот. 36%. Или здесь 26. Это что такое? Интересно. Да, это похоже температура. Да, попробуем часы поставить, что ли. Ну, так оставляем, короче. Прикинь, температура, влажность, судя по всему. Часы. Вот тут, я не знаю, месяц, день, скорее всего, да? Ну, собственно, все. Так, пойдет. Нехай стоит. Димасик, спасибо тебе огромное. Такой подарок прикольный. В машине эта фигня не выживет, скорее всего. Батарейка, ну, зимой. Батарейка вмерзнет. А дома будет самое то. Так что домой поедешь жить. Есть, короче, такое настроение отмыть эту бочку и этот малый барабан. Вот. Потому что, насколько я понимаю, давно тут ничего не отмывалось вообще. А у меня как раз есть куча салфеток. Сейчас займемся. Как тебе такой цвет барабанов? Цвет, наверное, называется шампанское. Нормальный цвет, в принципе. Мне в Телеграме написала девушка. Если вы хотите, это я сейчас говорю, пойти, допустим, ко мне поучиться, вы так и пишите: Саша, возьми меня к себе на обучение. Не надо заходить издалека. В общем, она написала, кого бы вы могли порекомендовать. Кому бы вы могли порекомендовать пойти научиться? Да я понятия не имею, кому. Я предложил себя, короче. На этом мы сошлись. Ладно, я погнал очищать это все богатство. Что? Слишком сильно трешь, видишь, покрытие смывает. Поэтому не стану сильно тереть. Но надо сейчас его снять и выбить из него опилки. Сначала ослабим чутка. Просто мне лень. Опять микрофон не одел. Не снимай, не выкладывай. Все, микрофон прицепил. Не сказать, что он прям натянут. Можно было смело шуруповертом крутить. Хороший барабан, между прочим. Так, ну что, надо аккуратненько приподнять. Это все протереть. Это отложить. Вот это аккуратненько протереть, чтобы всю эту хрень не стрясти. Ну, жесть, конечно. Не знаю, сколько лет он работал без обслуживания. Да, кому это надо заниматься там? Пришел, поиграл. Я также уже несколько месяцев, считай. Так вот аккуратненько. Раз. Раз. Сюда бы пластик новый. Но... Все. Тут еще можно немножко подтирать. Опа. Металлюжный пласт. Металлюжный барабан. Тут что-то непонятное. Пошли покажу.
Вот я про что. Видишь? Хлопун такой. И тут какие-то непонятные эти. Видишь? Просто такое ощущение, когда пласт был. Тут что-то подлеплено. Эти штучки, тычки просто. Когда неаккуратно куда-то положили. Или что. Блин. Что-то мне смешно стало. Full maple, это же клен написано. Maple, это же клен. Как это может быть клен? Или я что-то не понимаю? Тут половина струн уже подстрижена. О, тут вообще слабо. Я люблю, когда под струны прям натянут хорошечно прям. И поехали. И поехали. Мне нравится. Сейчас немножко по-другому будет реагировать на подструнник. Можно его тоже протереть, конечно. Но я боюсь, что эти салфетки, они для пластика. И они пропитаны какой-то херней, короче. То есть они будут оставлять белый след. Мне как бы это неинтересно. Поэтому просто тряпкой попробуем. Сейчас спирт притащу. Ты видал, как он блестит? Спиртом несет, конечно, жуть. Ну что ты, друг? Сколько лет без обслуживания прожил? А, дружбан? Что ты? Какой-то скотч намазюкан. Чик. И готово. Так. Это вот кто-то лепил эти лизуны детские, знаешь, типа вместо мунгеля. Есть такие специалисты, которые думают, зачем нужно покупать мунгель, если можно в детском магазине набрать вот этой дресни, блин. А потом у тебя барабан выглядит как говно после этого. Ну, то есть ты хотел дешево, теперь получилось, что ты выглядишь дешево. Вот с этим всем отстоем. Крутой барабан вообще-то. Сейчас тебе с бочкой. Да, послушай. С остальным ободом, блин. Это, конечно, охренеть. Ужасно звучит. Как она у Виталия на студии звучит, да? Как будто подзвученная. И как здесь. Ужасно. Попробуем что-нибудь сделать из этого. Вот что значит комната. Вот в этой комнате ничего не звучит. Я когда из старой студии сюда переехали, просто страдал первое время. Ну и пласт, конечно, гидравлик, блин. Эванс гидравлик. Я люблю однослойный с кольцом. Одно время у меня на такой же бочке, на 22-й, стоял Эванс гидравлик. Я тогда ни хрена не понимал, что я хочу, как я хочу, чтобы у меня звучало. Ну, постепенно пришел
с денсерным кольцом Ямат от Evans. Блять, вот эти болты со скошенными гранями, это просто трэш какой-то. Ключ просто, смотри, просто слетает с них. Сам. Жуть вообще. Вот эти фанерные бочки просто звучит как бабушкин шифонер. Просто жесть. Бабушкин шифонер звучит пизже. Просто жесть. Вот на Новом годе, помнишь, я играл. И в этой филармонии. Это одна и та же бочка. Просто вот даже сейчас включаю и слушать даже не могу. Просто вот этот шифонерный звук, понимаешь? Не плотный, ничего. Просто вот. Как будто просто вот в крышку гроба вот так вот стучат. Я буду с этим что-то делать сейчас. Меня это просто бесит жутко. Вот сейчас микрофон, короче, подальше положу. Может быть, лучше будет звучать, не знаю.
Димка, оказывается, подарил мне этот термометр, чтобы он жил на базе, понимаешь? Потому что он увидел, что я слишком близко подхожу к термометру, каждый раз разглядываю я его. В принципе, мне все равно, пускай живет на базе, реально. Но близко подходить я все равно буду, потому что я слепошарый. Вот. А может быть и не буду, посмотрим. Спасибо, Димас, еще раз. Короче, вот сюда пока притулил. Так, 13:41. Поправила немножко время. Что-то неправильно время задал. Так, ну все, ждем Иришку. Мы занимались с Иришкой. И я езжу тут, ищу, куда мне воткнуться. А тут все занято, короче. А нет, тут не расчищено. Под деревьями не встаю, потому что обосрут. Но иногда, знаешь, без вариантов. Наверное, встану сейчас все-таки. Вот тут 3 машины обычно входят. Нифига, смотри. Голубь без башки. Шок-контент. Смотри-ка, что мне приехало. Датчик расхода воздуха, прикинь. Ох, начитался я, короче, постов всяких про эти датчики кислорода. Покупать что-то подходевое, знаешь, такое, которое может подойти там с другой машины или что. Можно, но если ты как бы с электроникой на ты можешь, если что, взять и перепаять провода. Например, сейчас расскажу, в чем тут прикол. Вот прикол весь вот в этих проводах, короче. На других могут быть провода вот так вот перепинованы. То есть либо тебе нужно будет распиновать это все. Очень прикольная такая резиночка, мягенькая. Ух, и тяжело ж тебе придется жить. Эта штука вкручивается прям прямиком в глушитель. Вот эту штуку снимаешь и в глушак ее чик. Смотрел отзывы, говорят, она не совсем по показаниям подходит, но машина перестает показывать ошибку и работает нормально. Решил попробовать. Вроде недорого. Да, я хотела заказать контракт, но посмотрев на состояние всех контрактных датчиков, имеющихся в продаже, понял, что лучше взять новый. Вот тут такое же колечко присутствует, как на свече зажигания. В общем, будем пробовать. Но нужно будет разобрать всю морду. Это, скорее всего, я буду делать, может быть, потому что мне надо как можно раньше узнать, подойдет он мне или нет. Он-то подойдет, будет ли он работать или нет. Все-таки запчасти сезонные, это такой риск. Мне нужно как можно быстрее его поставить, поэтому я напрошусь к Виталику в гараж. Приеду туда с лампой, потому что, как ты понял, у него там темень, ни хрена не видно. Возьму лампу, разберу морду, поставлю и все. А кондер мы будем направлять уже после того, как я приеду с Москвы, потому что мне не хватит времени, грубо говоря. Как говорится, посмотрим. Ближе к делу увидим. Пока. Тебя люблю. Ненавижу, ненавижу.